Добрый день, коллеги, уважаемые телезрители. На часах 12 ровно по Москве, и мы начинаем пресс-конференцию главы Донецкой Народной Республики. Помимо прямой трансляции на телеканале Юнион, к нам присоединяется обширная аудитория на различных интернет-площадках. В зале же сегодня присутствуют представители как республиканских, так и зарубежных СМИ. И тут стоит отметить, что впервые сегодня с нами журналисты из таких стран, как США, Бельгия и Япония. Однако не все из тех, кто зарегистрировался и хотел попасть на сегодняшнюю пресс-конференцию, смогли прибыть в Донецк, поскольку, к сожалению, Украина продолжает препятствовать деятельности средств массовой информации. И, судя по всему, заинтересован в однобокой подаче материалов. И именно по этой причине к нам в Донецк не смогли приехать коллеги из целого ряда зарубежных стран. Их попросту не пропустила служба безопасности Украины. Но мы обязательно предоставим им возможность задать свои вопросы в режиме онлайн. Уважаемые коллеги, глава Донецкой Народной Республики Денис Владимирович Пушилин. Уважаемые друзья, спасибо, что собрались для участия в пресс-конференции. Особенно приятно видеть новые лица, представителей Великобритании, Франции, Бельгии, Австралии, ряда других стран. Мы очень рады рассказать вам и вашей аудитории о жизни Донецкой Народной Республики. Поскольку здесь собралось немало зарубежных средств массовой информации, я хотел бы подробнее остановиться на истории возникновения Донецкой Народной Республики. Хочу сказать, что Донецкая и Луганская Народные Республики – это прежде всего 4 миллиона человек, которые строили эти государства и продолжают это делать по сей день. Уважаемые представители средств массовой информации, мы постарались в очередной раз продемонстрировать свою открытость. И сегодня у вас, если будут дополнительные вопросы после пресс-конференции, вам будет предоставлена такая возможность пообщаться по разным направлениям, потому что на сегодняшней пресс-конференции присутствуют вот как раз люди Донбасса. Это те, которые заняты непосредственно теми провокациями и возглавляют ряд экстренных служб. Это министр по чрезвычайным ситуациям, это омбудсмен, это депутаты, это просто жители, это профсоюзы образовательные, то есть вот ряд представителей, то есть обычных людей. У вас такая возможность будет с ними пообщаться после пресс-конференции, то есть вот здесь такая возможность будет предоставлена. Что касается республики, что такое Донецкая Народная Республика? Я вам скажу, что в 502 школах республики обучаются 144 тысячи учеников и работают 15 тысяч учителей. Более 75 тысяч студентов получают знания в 16 вузах и 97 организациях среднего профессионального образования. В 97 учреждениях здравоохранения работают около 9 тысяч врачей. Более 30 тысяч человек занято на 19 шахтах угледобывающей отрасли. Около 29 тысяч человек работают на 432 предприятиях. Свыше 70 тысяч предпринимателей ведут деятельность в Донецкой Народной Республике. Каждый занят своим привычным делом, насколько, конечно, позволяет война. И все мы хотим прежде всего окончания военной агрессии со стороны Украины, чтобы иметь возможность жить дальше, просто работать, просто заботиться о своих детях, просто думать о будущем не под обстрелы, не под агрессию со стороны Украины, а просто в режиме обычного человеческого мировосприятия. Немножко
в историю, чтобы немножко, наверное, окунуться, как же и что произошло в 2014 году и почему происходит именно так. После распада Советского Союза миллионы русских оказались за пределами своей исторической родины, став гражданами искусственно созданных государственных образований. С начала 90-х годов, как только появилась Украина, жителям Донбасса приходилось вести борьбу за свои права. В связи с активной политикой украинизации в начале 90-х годов интернациональное движение Донбасса выступило с инициативой проведения референдума об автономии региона в составе Украины. Я повторю, это начало 90-х годов. Он состоялся 27 марта 1994 года в Донецкой и Луганской областях. Тогда жители Донбасса в числе других вопросов голосовали за федеративно-земельное устройство Украины и закрепление в Конституции функционирования русского языка. В качестве, конечно, государственного наряду с украинским. Этот референдум прогнозируемо собрал большинство голосов «за». По первому вопросу это более 76%, по второму про русский язык это цифра более 87%. Конечно, Киев попытался представить результаты референдума незаконными. И в конечном итоге, после принятия Конституции в 1996 году, этот референдум был просто забыт. В 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Погибли сотни людей. Законно избранный на тот момент президент Виктор Янукович, действующее правительство не просто покинули Украину, а власть захватили украинские националисты. В ответ на это на юго-востоке страны поднялась целая волна протестов. Ими были охвачены Херсонская, Запорожская, Николаевская, Днепропетровская, Харьковская, Одесская, Луганская, Донецкая область и, конечно, автономная республика Крым. Эти протесты подавлялись самым жестоким образом. Тысячи людей оказались в тюрьмах. Сопротивление Донбасса, говорим о себе, оно устояло. И за это Киев направил против него жителей регулярную армию. И это не просто фигура речи, а это именно все имеющееся вооружение с территории Украины было направлено против Донецкой и Луганской, тогда еще области, позже республик. 13 апреля Украина объявила так называемую антитеррористическую операцию. Очаги протеста были и в других городах. В апреле 2014 года в Запорожье колонна нацистов с битами окружила так называемых 300 человек, из тех людей, которые были не согласны с государственным переворотом. И последующие картинки, как и что происходило, вы легко сможете найти в интернете, если вам это будет интересно. 2 мая 2014 года в Одессе украинские радикалы фактически загнали и заперли протестующих в здании Дома профсоюзов и потом фактически подожгли его. В результате пожара погибли 48 человек, еще 250 пострадали. 11 мая 2014 года мы организовали и провели референдум, в котором приняли участие жители всей Донецкой области. Из них 89,7% высказались за государственную самостоятельность Донецкой Народной Республики. Тогда Украина развязала горячую фазу войны и фактически начала геноцид. В августе прошлого года в Донецкой Народной Республике была создана межведомственная комиссия по поиску лиц, пропавших без вести и без захоронения останков жертв украинской агрессии в Донбассе. Так вот, на сегодняшний день только на территории Донецкой Народной Республики обнаружены и вскрыты более 130 мест массового и стихийного захоронения жертв украинской агрессии. Речь идет о массовых захоронениях гражданских лиц, убитых во время операции вооруженных формирований Украины на территории ДНР. Это Снежное, Дебальцево, Харциск, Иловайск. Большинство погибших это граждане в возрасте от 30 до 60 лет. В числе поднятых тела стариков, женщин, ну и детей.
люди были захоронены в гражданской одежде. В чем были, по сути, момент смерти? То есть речь идет о мирных жителях. Большинство граждан, причины смерти которых удалось установить, погибли от огнестрельных, пулевых, минно-взрывных ранений с обугливанием и фрагментацией тела, осколочных ранений, а также открытых черепно-мозговых травм от действий тупых предметов. По этим фактам Генеральной прокуратуры Донецкой Народной Республики возбуждены и расследуются уголовные дела. Именно эти этнические чистки, бесчеловечные убийства заставили жителей Донбасса встать на защиту своей родины. Беспрецедентное сопротивление в Украине оказало народное ополчение. Разрозненные отряды за несколько месяцев непрерывных боев стали сплоченными подразделениями регулярной армии. У нас она называется народная милиция. О тех трагических событиях на Донбассе много уже сказано и опубликовано. Однако хотел бы некоторые все же вспомнить, потому что в перечне это даже звучит страшно. Мы помним, как в апреле 2014 года отряд самообороны Славянска без оружия, голыми руками останавливал и разворачивал танки с украинскими военными. 9 мая 2014 года в Мариуполе националистические батальоны расстреляли в упор здания УВД и милиционеров, отказавшихся стрелять в свой народ во время Парада Победы. В результате 9 человек погибли и 42 были ранены. 26 мая 2014 года армия Украины атаковала Донецкий аэропорт, применив боевые вертолеты, истребители. В этот день погибли десятки человек. 2 июня 2014 года нанесен авиаудар по зданию Луганской областной госадминистрации. Погибли 8 человек, еще 28 человек были ранены осколками. 15 июля 2014 года украинские силовики нанесли авиаудар по городу Снежное, в результате которого 12 человек погибли. 10 были ранены. Среди раненых ребенок. Его мать погибла во время обстрела. 17 июля 2014 года в районе села Грабово Шахтерского района в результате чудовищной провокации со стороны украинских властей произошла авиакатастрофа. Авиалайнер Boeing компании Malaysia Airlines, выполнявший плановый рейс, потерпел крушение. Погибло 298 человек, 80 из них детей. 27 июля 2014 года в результате обстрела центра Горловки из установок «Град» и минометов погибло 14 мирных жителей, в том числе 5 детей. Погибли 23-летняя Кристина Жук и ее 10-месячная дочка Кира. Молодую мать так и похоронили с младенцем на руках. 13 августа 2014 года обстрелом вооруженных формирований Украины подвергся детский пляж, школа и городской стадион в Зубресе. 5 человек погибли, в том числе ребенок. 1 октября 2014 года, в день начала учебного года, артиллерийскому обстрелу подвергла школа номер 57 в Киевском районе Донецка. Погибли 3 человека. Учитель биологии, а также один из родителей учеников. Обстрел начался во время торжественной линейки. 5 ноября 2014 года в результате обстрела стадиона возле школы номер 63 в Куйбышевском районе Донецка погибли 2 подростка, еще 4 были ранены. Дети просто играли в футбол, когда украинский снаряд забрал их жизнь. 13 января 2015 года был обстрелян пассажирский рейсовый автобус Донецк-Златоустовка, который остановился на пункте пропуска неподалеку от города Волноваха, чтобы пройти паспортный контроль. В результате атаки погибли 12 человек, еще 18 получили ранения. 22 января 2015 года от обстрелу подвергся Ленинский район Донецка. Утром час пик, когда люди ехали на работу по своим делам, снаряды попали в остановку общественного транспорта Донецк-Гурмаш. Это на Бассе. Один троллейбус, другой легковой автомобиль. В результате бесчеловечного обстрела погибли 13 мирных жителей. Были ранены еще 17.
31 августа 2018 года в результате террористического акта был убит наш лидер, первый глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко. Война не щадит никого. Всего с начала конфликта погибли 5041 человек. Еще более 8000 человек получили ранения, а свыше 1600 остались инвалидами. Среди погибших 91 ребенок. Пропавшими без вести по состоянию на 4 февраля в Донецкой Народной Республике числится 321 человек. В результате конфликта пострадало около 300 детей, 27 из них стали инвалидами. С 2021 года Украина активизировала снайперский огонь и усилила атаки с беспилотников. В начале апреля 2021 года при атаке с беспилотника по поселку Александровка погиб ребенок 2016 года рождения Владислав Шихов. Он просто гулял во дворе собственного частного дома. Он погиб на месте взрыва. Также пострадала его бабушка, от смерти ее спасло то, что она находилась на пороге дома. Частой целью вооруженных формирований Украины Донецкий поселок Александровка. В декабре 2021 года житель поселка Петр Викторович Азалин получил множественные осколочные ранения. В ноябре 2021 года украинским снайпером был ранен 34-летний мирный житель поселка Шахта-Трудовская Мусиенко Николай Павлович. В результате ранения он потерял ногу. Ранее, осенью 2015 года, мужчина подорвался на противопехотной мине в своем огороде. Тогда ему тоже ампутировали ногу почти до колена. Ужаснейшая судьба. 1 февраля в результате взрыва самодельного взрывного устройства, сброшенного с беспилотником вооруженных формирований Украины, на юге республики погиб военнослужащий народной милиции. 6 февраля, исполняя свой долг, в населенном пункте Верхнеторецкая погиб военнослужащий народной милиции. По нему прицельный огонь открыл украинский снайпер. Это вот даты совсем рядом. В сентябре-октябре 2021 года МВД и МЧС удалось предотвратить 3 попытки устроить техногенную катастрофу с большим количеством жертв, когда Украина атаковала резервуары с горючими на нефтебазе в одном из районов города Донецка. Трудно сосчитать, сколько было попыток лишить нас жизненно важных объектов социальной инфраструктуры, оставить граждан без воды, света, тепла. Изо дня в день люди, рискуя своей жизнью, разминируют и ремонтируют подвергшиеся обстрелам фильтровальные станции и котельни, жилые дома, школы и больницы. 28 января 2022 года поступили сообщения о минировании 17 объектов в Донецке, Горловке и Макеевке. 1 февраля уже было обнаружено самодельное взрывное устройство в Киевской районной администрации города Донецка. 2 февраля распространение ложных угроз минирования охватило, слушайте цифру, 486 учреждений в 16 населенных пунктах, включая 406 школ. Было эвакуировано 75 тысяч человек. Я вам скажу больше. Сейчас, пока мы находимся на пресс-конференции, на начало поступило опять сообщение о 5 объектах, опять минированы. Наши спецслужбы, наши экстренные службы проводят сейчас проверку. Это то, что происходит именно сейчас. Украинские спецслужбы также готовили диверсию в районе Докучаевской. Был обнаружен склад с оружием и взрывчаткой дистанционного управления. Готовились диверсии на объектах жизнеобеспечения городов Горловка, Синоватая, Донецк, Докучаевск и других населенных пунктов, находящихся непосредственно в близости к линии соприкосновения. Также в дальнейшем планировалось провести ряд терактов на объектах промышленности, имеющих опасные химические производства. Так уже продолжается все 8 лет. Украина убивает жителей Донбасса, граждан Донецкой Народной Республики, а теперь еще и граждан Российской Федерации, которые проживают на территории Донецкой и Луганской Народной Республики. Выросло целое поколение детей, которые не знают, что такое мирное небо над головой. 30 лет народ Донбасса борется за независимость, защищает свои права.
мы люди труда, привыкли и любим работать. Но в 2014 году Украина пошла против нас войной, и мы взяли в руки оружие. Сейчас с этой стороны вблизи линии соприкосновения насчитывается порядка 120 тысяч военных. Также 1 февраля Зеленский подписал указ об увеличении вооруженных формирований Украины еще на 100 тысяч человек и создании дополнительно 20 бригад. Украину накачивают летальным вооружением и боеприпасами. Только с начала 2022 года за 1 январь Украина получила от США 6 грузов с летальным оружием и боеприпасами. А от Великобритании 1 груз оружия и 2 пополнения контингента военных инструкторов. В аэропорт Киева прибыл 8-й самолет. По-моему, уже даже не 8-й, уже, по-моему, 9-й, 10-й самолет, уже есть информация. Прибыли из США. И это сотни и сотни тонн боеприпасов. По сути, в военных поставках счет уже идет, если в денежном эквиваленте, на миллиарды долларов. Участвуют помимо американцев Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Вот недавно Нидерланды еще тоже заявили, что поставят оружие Киеву. Жители Донбасса убивают за то, что они защищают свои права. За то, что вот такие вот мы есть. Нам нужно простое. Нам нужно, чтобы Украина перестала стрелять по Донбассу и дала возможности нам, жителям Донбасса, просто жить. Уважаемые друзья, я вас прошу простить меня за длинное эмоциональное, может быть, вступительное слово, но не так часто получается пообщаться и с западными средствами массовой информации, не так часто удается донести то, что у нас на самом деле здесь происходит, потому что когда мы смотрим западные СМИ, создается впечатление, что существует какая-то другая, параллельная реальность. А нас здесь, 4 миллионов человек, просто не существует. Просто у нас никто не погибает. Просто никто не думает о том, что действительно нужно соблюдать права человека. Но, по сути, абсурдно даже звучит о каких-то миротворческих инициативах со стороны стран Запада, когда они сейчас в таких объемах наполняют Украину оружием. А нынешняя Украина – это государство, которое, по сути, управляется людьми с неонацистскими взглядами, с ультраправыми взглядами. Вы представляете, какое количество оружия может стать неуправляемым? Вы очень глубоко ошибаетесь, кто принимает такое решение об отправке оружия, что это все оружие будет против России. Уверяю вас, нет. Украина не субъектна. Украина, которую мы сегодня видим, она может взорваться вот такой массой терактов и направленных абсолютно во всех направлениях, в том числе и против европейских стран, которые рядом находятся. Для нас это очевидно. Почему это не слышат те люди, которые принимают решения, для меня остается загадкой. Уважаемые друзья, все же, наверное, пора перейти к режиму вопросов и ответов. Пожалуйста. Дорогие коллеги, я буду поднимать повыше свои таблички, чтобы я вас видел. Задавайте свои вопросы четко, лаконично, кратко, поскольку желающих очень много. Ну и представляйте, пожалуйста. Да. Вот, значит, задавайте их в микрофоны, чтобы вас слышали наши телезрители, те, кто присоединился к нашей трансляции в интернете. Итак, начнем. Давайте на правах хозяина. Терминал Юниор, Екатерина Рова.